Привет всем! Вы на канале Stock Tesla, снова с вами Виктор. Сегодня расскажу вам продолжение, как разбирать кузов, отсверливать на Tesla Model 3. Они отличаются от Model S, потому что Model S полностью все алюминиевое, основном все алюминиевое. А тройки, они практически весь металл. Так, перед этим было видео, как снять заднюю панель. Вот я снял заднюю четверть, правую. Ну и хочу вам подсказать точки, где отсверливать, как отсверливать уже не покажу, потому что отсверлил. А как оно отсверливается и где находятся точки, вот эти места связки металлов. 104, 406. Так, давайте, чтобы снять, например, четверть, отсверлить, более, чтобы не делать резы, там болгаркой не пилить или пилой сабельной. Так, чтобы рассоединить передних, вот здесь есть полка верхняя. Вот она. Сейчас я ее поставлю. Вот так она стоит. Почему я так вам показываю? Чтобы было видно, где сами точки находятся. Вот. Смотрите, чтобы снять вот эту полку, нужно вот тут два отверстия, здесь, вот сверху, и поверху там вы их увидите. Чтобы лишнего не сверлить, там не резать. Потом вот я сейчас сниму вот здесь, вот снизу, тут и с той стороны. Оно все сидит еще и на клею, так что когда сверлите, надо еще будет прогревать и отсоединять. Так же самое и с другой стороны. И эта полка вот так целенькая, совсем можно ее вытянуть. Это к чему? Просто к сборке туда уже, когда вот люди восстанавливают машины, места сварки были как можно целые, и оно все так хорошенько совпадало. Когда снимаете, вы все равно будете прогревать, там подковыривать, оно будет подгибаться. Когда уже отогрели, отсверлили, отогрели, подорвали, желательно взять молоточком и все поподравнивать по своим местам. Вот. Тогда будет намного легче устанавливать назад. Так, потом дальше. Панель есть, как снимать в другом видео. Корыто, внутреннее корыто багажника. Тут оно стоит то же самое. Потому что некоторые лонжероны отрезают, отрезают вот так. Ну зачем это портить детали? Их можно так высверлить. Тут, еще тут, вот оно, сейчас я вам покажу. Это у нас деталька. Так, стоит сверху. Так, ага, вот так она стоит. Вот. Наоборот. Вот так она стоит. Вот. И сюда корыто. Тоже отсверливаете. Корыто очень быстро вытягивается. И ничего там сложного.
тоже по кругу прошлись. Снимаем вот эту полку. Вот тут вот по кругу тоже отсверливаем. Отогреваем, чуть-чуть поднимаем вот эту, отрываем от клея. И также таким же самым образом, ну, эта деталь будет снизу стоять. Вот так вот. Сначала нужно вот эту верхнюю отогреть. И потом уже вот эту. Вот так вот. Так, сейчас, секунду. Вот так вот. Так, вот это нижнюю, ну, короб лонжерона, ну, среднего, назовем так, нужно тоже снизу, пока вы верхний не снимете, вот этот, то нижний, ну, не отсверлите, не вытяните. Вот, высверливаете тут, оно будет видно. Вот точка. Вот эти. И то же самое, отогрели, подорвали и его вот так вот из-под этой крышки и вытяните. Даже если оно связано тут, ну, будет целая четверть правая, оно все вытягивается оттуда. Проблем нету никаких. И потом, что я еще вам хотел показать, вот эту сварку, как отсоединить сам лонжерон, чтобы можно полностью все вот это отсверлить, снять. Но так как у меня одна сторона надо было, то я отсверлил только одну сторону и вытянул. Что получилось? Вот, подойди сюда. Вот смотрите. Чтобы не отрезать, потом не мучиться тут как-то стыковывать, вваривать его. Ниже покажи. Вот. Видите, тут все вот посадочное. Отсверливается по бокам. Вот здесь, снизу. Вот тут вот. И вот поверху вот эта крышка. Вот здесь. И получается у вас как больше соединительных частей, которые можно, ну, точно соединить для, как бы сказать, правильной геометрии задних четвертей. Между собой можно выставлять, свои посадочные места остаются. Ну а тут уже обрезаете, как вам удобно. Да я замотал, чтобы острый не пораниться. Вот. Ну, порог нужно только обрезать, потому что там внутри усилитель алюминиевый и стыков практически, ну, нету. Боковая пеленка, она идет цельная там. Так что тоже будете обрезать, как вам надо. Вот. Ну, что, могу показать ту четверть, которую я снял, и как она выглядит, что осталось. Пойдемте поговорю. Так. Давай. Так.
Вот что у нас получилось. Задний лонжерон. Вот соединения все, где оно должно быть. Вот видите, минимум резов. То есть для соединения этих деталей с кузовом, вот это самый лучший вариант, чем обрезать, а потом сваривать. Ну тут обрезано. И вот сам лонжерон. Вот это тут усилитель, он через всю машину идет, что я говорил. Вот, ну, как-то так. Ну, кому-то поможет моя информация, пускай помогает. Мне не жалко, что смогу, такие мелочи буду снимать, рассказывать. Так что обращайтесь, пишите, подписывайтесь. Буду рад. Задавайте вопросы. Так что всем спасибо, всем пока.